Черно-белая фотография – это всегда красиво, стильно и актуально. Чтобы получить такую фотографию, недостаточно включить монохромный профиль в Lightroom или Camera Raw. Ведь так мы получим серо-белую фотографию, и она будет выглядеть, извините, грязно. Поистине красивое ЧБ-изображение должно быть контрастным и четким. По вкусу можно добавить эффект пленочного зерна. И еще, если вы не можете отретушировать ваш снимок по цвету, настроить баланс белого и подобрать тонирование, Black and White всегда вас выручит и поможет реанимировать снимки, которые вы считали браком. Я подобрал достаточно простой, но в то же время эффектный метод получения такого черно-белого изображения. И сегодня поделюсь с вами своим рецептом. Ну а прежде чем мы приступим к практике обработки, напоминаю, что на моем сайте в свободном доступе находится обновленный и улучшенный набор travel пресетов Desire. И если вы его уже даже скачивали ранее, самое время обновить. Ну, а если не скачивали, тем более рекомендую заглянуть на мой сайт, перейти на который можно по ссылке в описании к этому видео. Ссылки на все соцсети нашего сообщества с указанием, какой функционал несет в себе каждый ресурс, также в описании. А мы начинаем, переходим в Lightroom или Camera Raw. Поехали! Фотографии, с которыми мы будем сегодня работать, будут находиться в описании по ссылке к этому видео. Скачивай и присоединяйся к обработке вместе со мной. Перед нами фотографии архитектуры, и именно такие фотографии в черно-белом изображении мне нравятся больше всего. И для того, чтобы нам преобразить эту фотографию в черно-белом варианте, необходимо вот здесь вот кликнуть на значок ЧБ. Профиль Adobe меняется на монохромный, и в общем мы с вами видим картинку, о которой я говорил во вступлении к ролику. На самом деле фотография получается не черно-белая, а серо-белая. И как же нам этот момент исправить? Давайте первым делом экспозицию уведем влево на один шаг назад. Минус 0,1. Таким образом сразу сделаем фотографию более в низком ключе. Далее светлые области я поставлю на значение минус 70. Тени наоборот подниму до значения 55. Далее белые подниму до значения плюс 75. А черные уберу влево на значение минус 35. Следующим шагом я добавлю четкости. Это будет значение плюс 20. Изображение стало более четким, более контрастным, но это еще не все. Мы с вами переходим в кривые. Необходимо выделить значение точечной кривой RGB. Это вот здесь белый кружочек. После чего нижнюю черную точку мы с вами уводим вправо на значение 15. Удерживайте кнопочку Alt, чтобы ваши движения были более плавными. И точку белого уводим наоборот влево до значения 240, то есть также на 15 шагов. Значение экспозиции я, пожалуй, сделаю еще немного меньше, на значение минус 1,50. Далее мы переходим с вами немного ниже в раздел «Эффекты» и добавим немного пленочного зерна. Для этого значение «Зернистость» выставляем на позицию 35. Размер поставим на значение 50. И плавно сделаем на значение 30. У нас появилась легкая, еле заметная шероховатость. Если вам такой эффект не нравится, вы либо можете уменьшить значение, например, до уровня 10 или 15, либо отказаться от этого эффекта вовсе. Но мое мнение, имитация пленочного зерна – неотъемлемая часть черно-белого изображения. Теперь, друзья, давайте сравним фотографию, которую мы получили после применения профиля монохромный, и какого результата мы добились буквально несколькими движениями. Такой вариант черно-белой фотографии мне нравится гораздо больше. Я думаю, что и вам тоже. Теперь давайте сохраним пресет этого изображения, он у нас будет базовый, и потренируемся дополнительно на других снимках. Потому что есть некоторые нюансы, которые обязательно нужно учесть при различных изображениях с различным цветом.
Переходим в раздел «Стили», кликаем плюсик, выбираем «Создать стиль». В группе выбираем папочку, в которой мы хотим сохранить наш стиль. Назову я его Black and White, версия 1. Далее в настройках смотрим, чтобы у нас обязательно стояла галочка напротив «Обработка и профиль». В основных выставлены галочки все, кроме баланс белого и экспозиция. Если будете использовать резкость, обязательно в детализации добавьте сюда галочку. И чтобы сохранить эффект пленочного зерна, выбираем обязательно зернистость. Если вы зерно не любите, здесь галочку можете не ставить. И если вы работаете с масками, обязательно обратите внимание, чтобы маскирование у вас галочки не стояли. Иначе ваш пресет запишет эти маски и будет их транслировать на другие снимки. И выбираем кнопочку «Создать». И перед тем, как мы перейдем к другому снимку, хочу обратить ваше внимание на некоторые дополнительные ползунки, которые также влияют на наше изображение. Как ни странно, для черно-белого снимка, но это температура. Посмотрите, как меняется наше изображение, когда мы работаем с ползунками. Небо в этом случае я сделал бы немного посветлее. То же самое и с оттенком. Небольшие изменения, но также присутствуют. Если мы с вами перейдем в раздел «Смешение ЧБ», то мы можем увидеть, как здесь каждый ползунок влияет на изменение черно-белого изображения. Так как у нас на снимке много синего, вы посмотрите, каким образом я могу эти значения поменять. Другие ползунки на данном изображении работать не будут, потому что банально у нас этих цветов нет. Но синий можно настроить дополнительно. В разделе смешения ЧБ нет какого-то универсального рецепта. Благодаря этим ползункам нам необходимо добиться более контрастного, более четкого эффекта. Выбираем следующее изображение и применяем наш пресет Black and White версия 1. Так как на этом снимке более богатое количество цветов, то и ползунки здесь будут работать более интересно. И благодаря уже вот этим ползункам мы можем создать более интересную, более контрастную фотографию, избегая тем самым грязных оттенков. И давайте мы в эту фотографию добавим немного ретро-стиля. Сделаем снимок слегка потеплее. Для этого переходим в цветокоррекцию, выбираем светлые области, тональность ставим на значение 50 и насыщенность выставляем на значение 10. Далее переходим в общее, оттенок ставим также 50 и насыщенность немного, буквально троечки будет достаточно. И так как мы не запоминали в пресете экспозицию, я бы здесь подвинул немного влево, таким образом получая более интересный контраст. Давайте попробуем подвигать баланс белого, что мы с вами увидим. Да, здесь бы я сделал немного бы похолоднее баланс, для того чтобы добиться более интересных переходов между светлыми и темными участками. Обратите внимание, как интересно меняет оттенок цвет кожи и делает мальчика более выразительным. Давайте оттенок поставим на значение плюс 5. Фотография получилась достаточно интересная, она выглядит как будто из старенького журнала про путешествия, но на что бы я хотел обратить ваше внимание, это на нижнюю часть снимка. Она выглядит серо и неестественно светло. Как в этом случае можно исправить изображение? Переходим в маски, выбираем линейный градиент, выставляем его по нижней части изображения и делаем экспозицию слегка потемнее. У меня это значение будет минус 1,20. Но так как мы полностью затемнили нижнюю часть изображения, то ноги этих ребятишек тоже у нас стали слегка темными. И здесь можно поправить кнопочкой «Вычесть». Переходим в раздел управления масками, нажимаем «Вычесть». Здесь выбираем «Объекты». Здесь давайте попробуем выбрать прямоугольное выделение. И я захвачу их целиком. Вот так вот. Давайте посмотрим, как сработала маска. Как вы видите, искусственный интеллект отработал идеально, что нам и требовалось получить. И теперь в маске можно дополнительно поработать, чтобы не было такого явного перехода между цветом кожи и нижней частью снимка. Вот этого песка, на котором они стоят. Кликаем 2 раза Enter. Выходим из раздела управления масками. Переходим в раздел стили. Нажимаем плюсик. Сохраняем вторую версию пресета, который имеет еле заметные теплые оттенки. Смотрим, чтобы у нас обязательно стояла цветокоррекция. А вот смешение ЧБ я бы здесь снял, потому что это все-таки индивидуально.
Мне совершенно не нужно, чтобы эти настройки переходили от снимка к снимку. Кликаем «Создать». И переходим в следующее изображение. Перед нами снимок спорткара. Применяем Black and White версия 2. И я этот снимок выбрал неспроста. Вы только обратите внимание, как некрасиво здесь смотрится красный цвет по сравнению с теми же колесами. Кстати, вот здесь тени можно немножко, наверное, прибавить, да, даже до плюс 100, чтобы проявить черные области изображения. Ну и теперь, конечно же, переходим в смешение ЧБ и поработаем с красным. Ну, посмотрите только, какая прелесть. Какой становится шикарный автомобиль. Желтый бы я, наоборот, прибавил, чтобы добавить контрастных переходов. Зеленый также можно сделать потемнее. Как и, собственно говоря, небо можно тоже слегка притемнить и сделать его более контрастным. Вас не должно смущать, что самые черные области изображения становятся такими темными. В черно-белой фотографии это не просто допустимо, а используется как некая фишка такого стиля обработки. Теперь, друзья, переходим в тоновую кривую. Нам нужно выбрать синий канал. И теперь на этот снимок мы с вами добавим легкий, еле заметный Teal and Orange. Удерживаем кнопочку Alt и точку черного поднимаем на значение 5. Который отображается у нас вот здесь. И обратите внимание, черный цвет, темные средние участки стали слегка холодными. А точку белого мы с вами опустим немного вниз. Как вы видите, у нас здесь находятся теплые оттенки. И мы с вами немного уравновесим таким образом наш вот этот легкий Teal and Orange. Удерживаем Alt и ставим значение 250. Таким образом мы с вами сбалансировали холодные оттенки в тенях и теплые желтые оттенки в цветах. Но сделали это настолько тонко, ювелирно и настолько совсем чуть-чуть, что это практически незаметно, но в целом влияет на общее впечатление и ощущение цвета на этом черно-белом изображении. Переходим с вами в стили, кликаем плюсик, создать стиль и создаем третью версию пресета, который будет в себе содержать и теплые, и слегка холодные оттенки. Кликаем создать. Но красный цвет не обязательно притемнять, и я вам сейчас объясню почему. Давайте перейдем в следующее изображение и применим к этой фотографии третью версию пресета. Даже по гистограмме видно, что у нас экспозиция ушла вправо, и поэтому снимок необходимо притемнить. И красный цветок стал каким-то серым и неказистым. Давайте перейдем в смешение ЧБ и посмотрим, что мы можем с ним сделать. Да, мы можем, конечно, сделать его таким черным, но наш снимок приобретает какой-то дисбаланс. А давайте попробуем сделать его наоборот светлым. Вот, а так уже гораздо интереснее. Экспозицию я бы сделал даже еще немного поменьше и, наверное, добавил бы еще светлые области. Если ваша фотография все равно остается серой, перейдите в канал RGB и слегка подвиньте точку белого немного левее, таким образом осветлив ваше изображение. Смотрите по гистограмме, чтобы у вас не появились засвеченные области. Для этого можете выделить вот этот треугольничек справа, и здесь, как вы видите, будут показаны засвеченные области. И чтобы этого избежать, уже можно ориентироваться на эту точку и скрыть ее. Когда она остается совсем маленькой и еле заметной, это технически допускается. Ну и так как, друзья, у нас на этом снимке есть зеленый цвет, мы можем с вами поработать здесь с зеленым, сделать его более контрастным. Ну и, конечно же, не забывайте еще одно. Если вы перейдете в калибровку, здесь также ползунки влияют на светотеневые участки вашего изображения, и вы можете дополнительно подрегулировать. Ну и как вы заметили с примером красного цвета, не существует универсального рецепта, и поэтому вам необходимо будет каждый раз подбирать тот или иной рецепт под конкретный снимок, под конкретное изображение. 4 снимка, 3 пресета. Надеюсь, вам этого будет достаточно для того, чтобы ваши черно-белые фотографии стали намного лучше, интереснее, красивее и вызывали восторг ваших зрителей. Уверен, что видео было полезным. Не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии. И это для меня лучшее вознаграждение за мой скромный труд. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видеоуроках. А с вами, как всегда, был Серджо. Желаю вам новых творческих высот и до скорой встречи в следующем видео. Всем пока и до новых встреч.